Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня поиграем за Льва Дюка. Закончим эту недельку на этом прекрасном персонаже. Надел на него скин Саванна. Надеюсь, он поможет ему разогреть лед и победить всех противников в командных боях. Потому что, да, отправляемся в командные бои. Легкие бои все-таки как бы неплохо звучит, но я думаю, одну победку в командных боях урвать мы сможем. Если... О, смотрите, 1400. Красиво. Такой баланс, да? Я как бы 1100. Ну, кстати, у нас есть баг. А баг это уже шанс на победку. Баг это шанс на победку. Потому что, ну и жираф, в принципе, и два Никса, если вот эти все ребята будут играть адекватно, да, если не будут играть адекватно, то мы должны победить. Ну, тут изи прям. Потому что баг залетает, эти все закидывают. Я залетаю, стану, кидаю, и мы все втроем разваливаем все, что там шевелится. То есть там все должно быть вообще очень красиво. Никсам нужно просто кидать гранатку в толпу и держать дистанцию. Жирафу то же самое, и мы с Баком все развалим вблизь, по идее. Опять же. Но это не точно. Ну, жираф, кстати, вы видите, вот адекватно идет в правильном направлении. А вот и Джейд 14 уровня. Ну, Джейд не самое страшное, как бы, что здесь есть. Правда, проблема в том, что у меня нет дробовика. Пока что нету. Сейчас надо стан использовать. Попытаюсь. Ну просто баг стоит, смотрите. Ну вот что это? Почему я резнул баг, а не жирафа, а? Блин, там воду. Я воду провалил. Вот же просто. Ну вот вы понимаете, да? Вот этот нищ... Ой, как же... Это... Ладно, Никс, фиг с ним, с этим Никсом. Второй Никс, что он делает? Почему жираф в воду зашел? А, ну да, это сандали святого, это ж гений, да, очередной. Ну. Почему они мне попались? Ой, я не могу вот просто... Ну вы видите, вроде бы думаешь нормальный, ну просто там стоять, пулькать. Джейд бегает, ну и фиг с ней, как бы. Просто пулька и все. Жираф зашел в ближний бой, зашел в воду. Этот баг просто стоит на месте, ничего не делает. Я такой... А у меня нету дробовика, у меня просто треть урона срезана, как бы. Я такой стою на это все, смотрю, думаю, офигеть. Активный навык кадешится 100 лет, не могу ничего использовать. Команда, все разбежались. Как прекрасно, как прекрасно. Да за шо? Не, реально, за шо? Где адекватные игроки? Где они делись? Куда надо позвонить, чтобы они пришли? Ну что за жизнь, а? Что за жизнь? Посмотрите на это. Ну. Блин, как смешно. Ой. Сочувствую. Вот это конец недели, ребят. Вот это конец недели. И как бы такие дела. А у них вон команда 12-14 уровней. А у меня вот это вот. Короче, свалим отсюда. Просто бежим. Я даже ничего делать не буду. Вот сейчас Ник залутает, наверное, аптечку. А не. Я просто бег. Бег врубил и все. У меня этот симулятор бега. У меня симулятор бега. Кстати, заметьте, они пошли за мной. Не за этими неадекватными, а за мной. Прекрасно. Да. Зуба оба. Вот он, гений. Прекрасные команды мои, до слез прям. Кайф получаю. А вы получаете, ребят? Скажите. Напишите в комментариях, получаете ли вы кайф от таких командных боев. Я получаю. Я прям кайфую, сижу, не могу себя остановить от этого кайфа. Прям поглощаю его тоннами. О, хамелеон с кофе. Гений, гений. 8 уровни, 6. Класс. О, первобытный инстинкт перестал работать. Тоже кайф. Обожаю это дело. Замечательная игра. Просто лучшая в мире. Вот нигде такой игры не найдешь. Чтобы настолько неадекватные, как бы, твои сокомандники были, это просто, да. Это элита игры. Таких нигде нет. Ну, надеюсь, праздники пройдут и, как говорится, все изменится.
В лучшую сторону, я надеюсь. Но они хотя бы бегают со мной, ну, 3 из 4. У нас есть шанс так-то. Я им намекну. О, лев, видите, поддержка. Фу, поддержка. А, этот первобытный инстинкт заработал. А так нормально, да. Похилимся немножечко. О, Яра к нам пришла, а этот ушел. Так, похилимся еще немножко. Там у кого-то легендарная граната. Знаете, кстати, какие... Вот почему у них адекватный ник с легендарной гранатой, да? А у нас вот это вот сюда подпадается. Блин, лук не туда выстрелил, куда надо было. Хилит. Так, хилимся, живем. Просто лутаем хотя бы что-нибудь. Просто хотя бы что-нибудь. Хилимся. Ставим стенки. Двойные. Да возьмите вы уже дробовик. Там из наших ребят кто-то, скорее всего, ник забрал легендарную гранату. О, 2-й уровень как бы. Челики обузят здесь, понимаете? Нужно зайти дальше, наверное. Так, ну я тут немножко прослоупочил. Ну ладно, как говорится. Это не проблема, мы все выжили. Ну вот, наверное, знаете, в этом бою попались такие же команды, как у меня были все это время. Ну и мне попалась такая же команда, и в принципе мы как бы это сравнились, да. Ну и плюс нам повезло, мы зашли в бок и убили 2 сквада. Так, ну вроде получается нормально пока что. Кстати, это Яра каким-то чудом выживает. Ну, Хамелёш, подбирай. Подбирай аптечку, братан. Бери, бери, бери. Сейчас нам помогут ребята, надеюсь. А то как-то меня просто Яра тут на изи душит. Ну, кстати, меня не видно, да, сейчас в кустах. То есть я невидимый, но они меня все равно попадают. Особенно это Яра. Ну, блин, как же она попадает? Ну вы... Я, кстати, аптечку нажимал трижды. Трижды нажимал эту аптечку, понимаете? Трижды. Трижды нажимал эту аптечку, но она не нажималась. Как же это бесит, вы не представляете просто. Ты нажимаешь трижды аптечку, а она не нажимается. Все. Домой. Ну, баска на Яре. Домой. Никсой, да ты иди сюда. Ну, нажимайся, аптечка, ну. Ой, 5 секунд нажимал аптечку. 5. Из-за этого стана, понимаете? Настолько все было печально. Ой. Ну, кстати, Яра молодец с Никсом. Вот сразу было видно, что играют адекватно, стараются на победку. Видите, красиво отходили, красиво все делали. По идее, могли даже нас вынести. Но нам повезло, у нас было 5, их 2, поэтому победили. Но если бы они так делали 5 на 5, к примеру, против нас, да, мы бы атаковали, они бы защищались адекватно, то мы бы, наверное, проиграли. Но опять же, видите, вот есть адекватные игроки в этой игре, но их не так много. Их не так много, к сожалению. Большинство адекватных игроков ушли на более высокий рейтинг, поэтому такие дела. Ну, если... Я так думаю, конечно. Может быть, это не так, но, скорее всего, это 100% так. Почему? Потому что, ну, нет смысла сидеть на 1100 рейтинга, на 1200. Все уходят там на 1400, на 1500. И там уже играют в удовольствие против жестких команд, таких же, как и они. Если им везет, они сильнее, ну, чем другие противники, то им проще. Моя команда с 2 жирафов, 1 жираф. Вот мне вот этот угол постоянно бесит. Что это за невидимая стена? Вот смотрите. Видите, как будто какой-то треугольник обхожу. А в реальности этого треугольника нету. Смотрите, вот здесь пустота. И игре уже сколько лет? 3-й год пошел, да? Или... Нет, 3-й год, да. Все верно, 3-й год пошел. И как бы... Зачем это пофиксить, да? Зачем? Зачем это фиксить? Это ж не проблема. Конечно, нет. Я же 100 раз из этого угла, из этого бага с текстурой не мог нормально перемещаться. То есть там должно, по идее, идти прям вдоль стенки. Но там какой-то треугольник непонятный расположен. Как они это моделировали, как они это проектировали, я не знаю. Ну, это разрабы зубы, да. Чего тут ожидать? Радуемся тому, что хотя бы там не пустота, как говорится, да? Что там можно не через стенку можно ходить.
Хотя с кроликом Скип, я помню, баги были тоже, они все это закрывали. Ну, Брюсика мы догоним, скорее всего. Да, догнали, убили. Ну, тут Кенгуру молодец, в принципе, жравчики тоже молодцы. Более-менее справились. О, первобытный синк заработал. Домой 14 акул. Красиво играешь, как говорится. Поздравляем. Просто 14 акул такой. Ну, вроде 14. Я там не особо заметил, какой уровень был, но я думаю 14. О, 16 пингвин у них еще в команде был. Офигеть, да? 14 акул, 16 пингвин. Бегают по одному. Вот они, типичные сокомандники, да? Которые не могут бегать даже, ну, которые не научились играть даже на 14-16 уровне в команду. Сложно, сложно. Так, там Кенгуру вводит его, пытается. Давай, погнали. Будем ловить добычу. Опа, попался. Хе-хе-хе. Красота. Все, перемещаемся дальше. Вот видите, приятно, когда команда адекватная, Кенгуру там старается, все молодцы. Вон, даже Зуба Кинг у нас в команде есть, понимаете, да? Король Зубы просто. Просто король Зубы. Ничего лишнего, да? А я Лев, король зверей. Надеюсь. Ну, получается, да, король зверей. Что-то слабый король зверей у нас в игре. Так-то есть и посильнее короли, получается. О, любители подраться на краю зону, ну... Это да, это есть такое. Интересно, как я сейчас пингвина буду ловить, потому что... Ну, блин, ну секунды не хватило буквально. Эх, так было близко. Кстати, автоатака, заметьте, как сработала. Опа, попался, ну бас. Добили, отлично. Похилимся. Опа, пингвинчик, домой. ГГшечка. Хух, ну нам повезло, что они... Что Фламинго себя вел немножко странно. Если бы он играл чуть более адекватно, я бы не победил. Потому что у меня уже аптечка закончилась и закончилась. Фух, ну что? Что-то под конец всегда везет, да? Что-то под конец всегда везет. Повезло. В этот раз адекватная команда попалась. 2 адекватные команды подряд, и мы победили. Ну ладно, в этот раз адекватно. Прошлое просто была стандартная, да, команда. Очень на самом деле этому рад. Хоть и на какой-то подарок под конец недельки получил от Зубы. Надеюсь, вам такие же будут подарки доставаться в виде хороших команд. А это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.